Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я делаю необыкновенно вкусный торт абрикос-кокос. Торт с очень необычным сочетанием кураги, кокосового ореха и темного шоколада. Торт готовится просто, несложно. Но в итоге получается очень благородный на вкус, насыщенный кремово-ореховый тортик. Итак, для сухих ингредиентов я беру 275 грамм муки, 50 грамм кокосовой стружки и 10 грамм разрыхлителя. Все сухие ингредиенты я сейчас просто перемешиваю и пока отставляю в сторону. Торт я буду готовить большой. Я сейчас расскажу, какую пропорцию взять на маленькое количество, на маленькую форму. Итак, здесь у меня 5 яиц среднего размера, весом примерно по 50 грамм без скорлупы, щепотка соли и 8 грамм ванильного сахара. Порциями я туда ввожу 225 грамм сахара и взбивать буду примерно около 5 минут всю эту массу. Масса взбилась. Теперь я добавляю туда 150 мл молока комнатной температуры и 50 грамм растительного масла без запаха. Все это просто перемешиваю, ничего здесь больше долго не взбиваю. И также добавляю туда всю сухую смесь. Мука уже предварительно просеяна, а кокосовая стружка сейчас просто быстрее даже разойдется в этой жидкой массе. Просто перемешали, ничего здесь долго не взбиваем. Духовка у меня уже разогрета на 170 градусов Цельсия. Выпекать я буду в круглой форме. Здесь она у меня 24 сантиметра в диаметре. Торт я буду делать большой. Выпекать буду на среднем уровне без конвекции на 170 градусах Цельсия примерно 45 минут. Духовку во время выпечки не открываем. Итак, бисквит испекся, проверили его шпажкой, она выходит сухая и чистая. Бисквит получается абсолютно беспроблемный. Он всегда получается. И главное здесь не открывать духовку во время выпечки. Сейчас еще в теплом виде. Не даю ему полностью остыть, я вырезаю его из формы. Бисквит получается абсолютно ровным, без горки. И убираю его сейчас в холодильник на пару часов. Либо в пищевом пакете, либо в пищевой пленке. Итак, прошло у меня пару часов. Делаю крем. 400 мл сливок очень холодных из холодильника. Жирностью не менее 30%. 120 грамм сахарной пудры, 16 грамм ванильного сахара, 500 грамм сыра маскарпоне. И добавлю туда еще 300 грамм творожно-сливочного сыра. Крем буду делать сырный для этого торта. Он очень хорошо подходит. Взбиваю сейчас все до устойчивых пиков. Взбивается всегда этот крем очень просто. Кому этот крем кажется небюджетным, пожалуйста, пройдите по ссылке, которую я дам в описании под видео, на крем-пломбир, который готовится без яиц даже. Самый бюджетный крем на масляной основе заварной. Приготовьте его, он тоже подойдет неплохо к этому тортику. Можно приготовить крем-муслин на желтках, можно приготовить заварной крем. То есть все на ваше усмотрение. Пожалуйста, потрудитесь, пройдите по ссылке, и будет у вас прекрасный бюджетный тортик. Но с сырным кремом, как я здесь показываю, я пробовала много вариантов, естественно. Именно с сырным кремом он получается самым вкусным, этот торт, поэтому его я и представляю вам, этот вариант. Крем я делю на 3 равные части. Сейчас 2 части крема я раскладываю по отдельным мискам и смешиваю их уже с другими ингредиентами. В первую миску я добавляю 50 грамм кокосовой стружки. Всегда рекомендую кокосовую стружку для любых тортов брать самую ароматную и свежую. Это очень важно, чтобы ваш торт был вкусным. Вторую часть крема я сейчас также откладываю в следующую миску и добавляю туда 50 грамм измельченного темного шоколада. Не менее чем 50% какао в нем должно быть. Вы можете его просто порубить ножом, обычную шоколадную плитку, у кого нет вот такого покупного шоколада, как у меня.
Все аккуратно перемешиваю. Сейчас уже разрежу бисквит. Бисквит немножко полежал в холодильнике. Кокосовые бисквиты — это, конечно же, особые бисквиты. Кокосовая стружка немножко затрудняет всегда нарезание бисквита. Поэтому рекомендуется всегда их подержать немного в холодильнике. Хотя он и в теплом виде даже нарежется, этот бисквит, но после холодильника нарезается идеально. Разрежу на 3 коржа. Бисквит абсолютно ровным получается, как я уже сказала. Если вам нужна маленькая форма на 18 сантиметров, 16-18 это максимум. Все ингредиенты в этом случае нужно просто уменьшить в 2 раза. Вместо 5 яиц среднего размера здесь берем 2 яйца крупные по 65 грамм. «250 грамм мягкой кураги, которая идет именно для перекусов, уже готовая полностью к употреблению. Если у вас нет такой кураги, вы можете ее замочить. То есть все сделать как нужно именно с той курагой, которую вы обычно используете. Но я люблю использовать вот такую же готовую к употреблению курагу. 250 грамм нарезала кубиком. Кокосовый крем я переложила в кондитерский мешок. Для пропитки бисквита я беру 150 мл молока, делаю бортик из кокосового крема и выкладываю сейчас туда всю курагу. Торт получается насыщенным очень во вкусе. Он такой, я бы сказала, уютно зимний торт. Я бы сказала, лучше нарезать на небольшие кусочки, на большое количество гостей здесь этот тортик. Торт получается очень кремовый, такой насыщенный очень во вкусе. Допустим, так же, как вот красный бархат, когда он с сырным кремом идет, даже без начинки. Так и этот торт, тем более здесь такие насыщенные начинки в нем идут. Я не знаю, с чем сравнить, с таким более похожим по вкусам. Выкладываю уже следующий слой бисквита. Бисквит очень ароматный, влажный, но пропитываем из-за сырного крема, дополнительно, конечно же, пропитываем. Йогуртовые, сливочные легкие кремы я бы не советовала брать вот к этому торту. Здесь все такое насыщенное должно быть. Крем страчателло теперь выкладываем, то есть сырный крем с шоколадной стружкой, и также разравниваем. Удобнее мне, допустим, наносить этот крем именно из кондитерского мешка. Торт готовится очень просто. Несложно, справится даже новичок. Бисквит этот получается всегда обычным ручным миксером. Ссылки на другой кокосовый бисквит я вам оставлю в описании к данному видео. Кто захочет тот приготовить, но тот лучше готовить в планетарном миксере бисквит. Сейчас накрываю тем коржом, который был у нас дном при выпекании. Также все разравниваю и обязательно обильно пропитываю верхний корж. Сейчас из оставшейся трети крема я вот такие столбики отсаживаю, чтобы потом выровнять просто бортик. Это такое черновое выравнивание, ни в коем случае оно нам не нужно, здесь такое идеальное. И также я сверху сделаю из этого же крема, из остатков, из третьей части крема я сделаю завитки. Все это по желанию, все это на ваше усмотрение. Смотрите, как вам будет удобнее. Еще раз повторяю, ссылки на бюджетный крем я вам оставлю в описании к данному видео. Но для вкуса, я еще раз повторяю, именно вот это сочетание выигрывает. Поэтому показываю именно с сыром. Если вы захотите брать именно пломбир, заварной крем, который по ссылке я вам укажу в данном видео, вам нужно будет делать того крема двойную порцию, чтобы вам хватило объема крема для прослойки коржей и для украшения. Смотрите на ваш вкус. Итак, сейчас у меня насадка кондитерская 1М. Я делаю здесь завитки из крема. Можете по-другому совершенно украшать этот торт. Все на ваше усмотрение. Я решила вот так здесь украсить. И убираю сейчас в холодильник этот торт примерно на 3-4 часа. Можете убрать на ночь. Тоже будет неплохо.
Крем у меня полностью весь ушел как раз на этот диаметр торта. Убираю в холодильник. Когда у меня торт уже постоял около 4 часов в холодильнике, я взяла ацетатную пленку. Примерно 80 сантиметров нужно брать пленки, 10 сантиметров в высоту. Я растопила на водяной бане 150 грамм темного шоколада. Лучше его на водяной бане всегда растапливать. Переложила в кондитерский мешок и отсадила вот такую незамысловатую паутинку. Очень важно вот этой паутинке дать полежать примерно полчаса на столе при комнатной температуре, чтобы схватился шоколад. Он еще будет пластичный. И только потом нанести его на холодный торт и убрать в холодильник сейчас на полчаса. Вы можете вместо вот этой ацетатной пленки брать просто папки, файлы для документов, просто склеить их сзади скотчем. И также 10 сантиметров отрезать, это очень важно, иначе бортик у торта будет некрасивым. Достала торт после холодильника, ацетатная пленка спустя полчаса прекрасно отходит от темного шоколада. Здесь лучше использовать именно темный шоколад. Разрезать его лучше всего горячим сухим ножом, этот торт, и уже можно подавать. Как я уже сказала, торт получается насыщенным во вкусе, но очень благородным. Вот это сочетание здесь кокоса, кураги, темного шоколада, сырного крема дает незабываемое послевкусие. Торт, который имеет вкус не похожий на другие, но порадует всех любителей таких насыщенных зимних десертов. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.